Отделение кости нужно было для уничтожения души в ней. Это свершилось. Босайси пожертвовала собой. Она отдала жизнь, чтобы Тансан мог получить наследство морского бога. Это довольно трагичный момент. Однако можно порадоваться, что морской бог воссоединил души Босайси и Танченя в другом мире, где они могут жить вместе бесконечно. Все же это счастливый финал для них, а Босайси выполнила свою миссию. Теперь, по идее, верховной жрицей острова становится Нинранрон, которая прошла 7 красных испытаний. Неужели ей, как и Босайси, придется когда-нибудь пожертвовать собой? Нет, Тансан станет новым морским богом. Искать себе преемника он будет еще очень нескоро. Кроме того, Нинранрон не останется на 99-м ранге. Она сама станет богиней. Ей передала свое положение богиня 9 цветов. Тансан встретил настоящего морского бога. Тот дал некоторые указания Тансану. Однако, в отличие от оригинала, не было момента, когда к морскому богу пришел бог Асура и обвинил его в нарушении правил божественного царства. К тому же, само 9-е испытание существенно изменилось. А этой сцены в анонсе, когда Бибидун лично приходит в дворец морского бога, совсем нету в первоисточнике. Интересно, что придумали создатели, и как они это обыграют в серии. Итак, Тансан официально начал 9-е испытание. Это испытание 7 эмоций и 6 желаний. В оригинале есть сюжет Сенринсюя, но видимо его заменили на сцену с Бибидун, атакующий храм морского бога. Первоначально наследование морского бога должно стать испытанием 6 желаний, соответствующих 6 костям духа хозяина. Но Тансан был исключением с внешней духовной костью, поэтому с 7 духовными костями 6 желаний превратились в 7 эмоций. У людей было 7 эмоций и 6 желаний, это были основы человеческой природы. Сложность такого теста была очевидна, пройти его, пока энергия морского бога беспокоила мысли, было чрезвычайно сложно. После разговора с морским богом, Тансан оказался на золотой платформе, окруженной золотым морем. Это место передачи божественности. Его духовные кости буквально вырывались из тела, разрезая кожу и мышцы, разрывая кости. Эта боль переживалась с обостренными чувствами. Будь это кто-то другой, он мог бы умереть от боли. И даже Тансан с его непоколебимой силой воли от такой боли сильно дрожал. Тем временем первым было вырвано его ребро, одно из ребер, на которое крепились 8 паучьих копий. Боль была тяжелой как волны. С очередным хрустом Тансан почувствовал, как еще одно его ребро было силой отделено. Как раз в этот момент эхом прозвучал холодный голос. Снятие ограничений. Если удаление духовных костей остановится, наследование будет прервано. Последствия прерывания наследства в худшем случае смерть. Нельзя покидать 2-метровый диапазон платформы или менять позу удаления кости. В противном случае это будет рассматриваться как отказ от наследства. После этого все ограничения тут же исчезли. Тансан снова мог двигаться и почти сразу вздохнул с облегчением. Своим таинственным небесным навыком он немного заблокировал боль. Одной из костей, которую вырывали, была кость туловища от короля китов. В ней пока что сохранилась душа этого зверя. Можно представить, как он ненавидел Тансана. В анонсе мы видим, как чудо-кит отчаянно борется с Тансаном. Хотя он уже погиб, но он желает воспользоваться возможностью победить Тансана, чтобы занять место морского бога. Во второй части анонса Бибидун захватила храм морского бога. Даже 7 защитников тотемов были схвачены ее людьми. Без Босайси у острова осталось только 7 титулованных защитников. Могла ли она помешать наследству Тансана и прервать его испытания? Определенно нет. Прямо сейчас Бибидун занята наследством бога Ракшасы, поэтому у нее нет времени напасть на остров морского бога. Это, естественно, одна из частей 9-го испытания, а именно иллюзия, которая проверяла Тансана. Увидев эту сцену и Бибидун на троне, Тансан подумал, что что-то случилось с храмом морского бога. Должен ли он продолжить испытание или отправиться спасать людей? Сяову с тревогой сказала ему не выходить, иначе дверь наследства закроется, и Тансан больше никогда не сможет стать морским богом. Сяову продолжала кричать, что это ловушка, и просила Тансана не выходить. Для него, конечно же, невыносимо смотреть на страдания его друзей, особенно Сяову. Мы видим, насколько это коварное испытание. Оно проверяет все чувства Тансана. Это также показывает, кто является врагом Тансана номер 1. Это Бибидун, а не Сенринсюя. Оценка уровня бога по своей сути запутана и сложна. Сенринсюя должна была убить своего дедушку и сразиться с матерью. Тансан также пережил не лучшие моменты своей жизни в этом испытании. В конце серии нам показали нового персонажа Боевого континента 2. Можно подумать, что это дочь Тансана и Сяову, поскольку ее лицо очень похоже на Сяову. Однако на самом деле это девушка по имени Танья, один из членов клана Тан спустя много-много лет.
Можно даже сказать, что она чем-то похожа и на Сяву, и на Тансана. Лицо Сяву, но глаза и цвета одежды Тансана. А ее дух не молот чистого неба, как может казаться, а сине-серебряная трава. Будет интересно увидеть такого необычного героя в боевом континенте. Очень неожиданной новостью стал выход второго трейлера к фильму «Боевой континент». Это, пожалуй, самый крутой и эпичный анонс за последнее время, потому что нам показали Тансана в образе морского бога. Очевидно, что дате выхода фильма объявят уже очень скоро. Нас ждет что-то невероятное. Мы обязательно подробнее рассмотрим, что нам показали. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о нападении Бибидун на остров морского бога. Подписывайтесь на канал и всем пока.